Это политический заказ. Это заказ националистической идеологии, которая разрушает, по моему мнению, государственность и стабильность Латвии. На самом деле это не то, что даже наивно, а это просто уже, знаете, есть такое латинское выражение testimonium paupertatis, иными словами, свидетельство духовной нищеты. Да? Давайте скажем просто, эта часть населения политической элите не нужна. И там есть плакат, который несет женщина, написано «Нашим да, вашим нет». Вот это квинтэссенция латвийской политики. То, что сейчас это просто жалкое посткоммунистическое, вернее, навсегда коммунистическое общество бывших вторых секретарей или первых секретарей. Привет, это канал «Акцент». С вами Евгений Антонов и Ольга Князева. И сегодня мы будем говорить об идентичности и о том, что связано с русским населением Латвии. У нас в гостях Денис Ханов, культуролог и большой специалист по этому кругу вопросов. Денис, приветствую вас. Благодарю за приглашение. Денис, спасибо, пришел. Я тут хотела бы добавить, что Денис был частым гостем Латвийского радио 4. У нас была отдельная рубрика «Не договорили», целый цикл, который мы посвятили вопросам этнополитики. Ну, Денис, я бы сказала, так остренько получилось у нас. Нас критиковали, хвалили, ругали, так получается. И тут, понимаешь, вот, конечно, хотелось бы начать с того, где мы встретились с тобой. Это Латвийское радио 4 с 1 января, ну, закрыто. Ну, вот прошло уже сколько там, пару недель уже есть, наверное, да, как оно закрыто. И мы говорили в свое время, даже в последнем цикле передач, в последней передаче о том, ну, что это значит вообще, какой посыл это несет обществу. И у меня, естественно, сразу более сложный для тебя вопрос, не создает ли это в государстве некую зону слепоты, когда мы не понимаем вообще, что происходит в некой части населения, как они думают, о чем они мыслят, что они хотят и вообще что ругают. То есть некая зона слепоты, в которой выключен свет, можем так даже сказать. Я думаю, что самым лучшим ответом на этот вопрос или вопросы мог бы служить журнал The Economist, который опубликовал совсем недавно, и в Фейсбуке это есть, статью, которая как раз занимается этой темой и рефлексирует на тему того, каким образом политика латвийского государства отчуждает русскоязычную часть населения от медийного пространства Латвии и вообще от идеи государства как общего пространства действия. Потому что если кто-то не участвует, то тогда этот кто-то находится вне. А находиться вне можно по-разному, и в разных стадиях, и в разных степенях, включая полное отдаление себя или закрытие себя или своего пространства от того, что происходит в стране. Мы это видели в какой-то степени и в связи с такими легкими волнениями по поводу Стамбульской конвенции. Иными словами, в русскоязычной среде эта тема почему-то считалась латышской, а тем самым нам, условным русским, как бы чуждой. Пусть вот они там где-нибудь будут на Домской площади, по поводу чего, зачем это все, нам ведь все это не надо, нас все равно сделали там негражданами или еще что-то там, можно даже вспомнить там сертификаты, приватизацию, прихватизацию и так далее. То есть все эти мифы или реальные травмы, а любая травма реальна, если она травмировала человека, даже если она основывается на, может быть, нереальных событиях или на каком-то очень индивидуальном восприятии. Иными словами, Economist считает это огромной ошибкой, и причем действия, которые это СМИ, скажем, охарактеризовало как ненужными. Да, то есть все эти усилия по закрытию, по выплачиванию всевозможных компенсаций, по каким-то структурным преобразованиям, это все было абсолютно не нужно. Не нужно, а соседствует со словом «вредно». Они соседи. Да. С одной стороны, казалось бы, довольно далеко, но в принципе в нашем случае довольно близко, потому что в данном случае та самая аудитория, и догадаться до этого, 7 пядей во лбу не нужно.
та самая аудитория, которая не присутствует в ТикТоках и так далее, а хотим мы этого или не хотим, но эти сети так или иначе связаны с возрастными какими-то категориями, с особенностями субкультуры, потому что, ну, условно, посмотрите на улице, кто бегает с телефоном, где есть всевозможные приложения. Это, как правило, не знаю, там школьники, студенты и, ну, условно говоря, там до 30 и так далее. Неважно, но так или иначе потеряна та аудитория, которая не ходит по городу с последним айфоном, потому что это престижно и стильно, и не следит в приложении за какими-то электронными СМИ. А именно в этой аудитории, я не хочу сейчас создавать какие-то возрастные стереотипы, но так или иначе некие такие, скажем, зоны или сектора возраста присутствуют. Ну, например, мои родители, да, им сейчас чуть-чуть за 70, они не очень медийно грамотные, они потребляют классические СМИ, телевидение, радио, то есть радиоволны, а не в телефоне. И посему, например, они потеряны. И таких много, а именно у этих людей есть, во-первых, постсоветская травма, которая вообще в этом обществе не считается травмой, не считается даже опытом. Да, то есть этого нет. И теперь мы переходим после долгого введения к одному из важнейших вопросов. Значит, международные СМИ считают, или аналитики, что это действие по закрытию радио это было зря и вредно. То есть это не... Мы не подкапываем сейчас под основы национальной государственности и независимости, как очень легко нас можно маргинализировать. Да. Да? И вас, и меня в том числе. И мы к этому привыкли, но так или иначе, оказывается, за границами Латвии тоже мировое, хотя бы часть мирового медийного сообщества, а Economist это все-таки не, скажем, сельские новости, да, считает, что это была ошибка. На этом мы остановимся. Те, кто ошибку совершили, скорее всего, не поплатятся за это. Это политический заказ. Это заказ националистической идеологии, которая разрушает, по моему мнению, государственность и стабильность Латвии. То есть именно то, что нужно было бы сохранять и оберегать, национальную идентичность, национальную культуру в тех самых глобальных условиях нестабильности, о которой все время говорят национальные партии. Как раз все эти основы регулярно, жестко, постоянно с государственным финансированием ставится под вопрос и, по сути дела, находится в постоянной зоне риска. Почему? Не только потому, что мировая ситуация становится глобальная все более и более... То есть, посмотрите, каждый день это просто какая-то пьеса абсурда. Но и потому, что внутри давно... Я бы даже сказал, что нечего было и разрушать, потому что ничего не было создано. Не создан консенсус о том, что это наше общее пространство ценностей. Да? И когда мы все, или не все, но с некой завистью даже смотрим на то, как консолидируется общество в Украине, то, простите, там и президент другой. Там и политический месседж другой, да, еще до начала войны все были в восторге от его новогоднего поздравления, вау, прямо такая суть медийной политической нации. Что у нас происходит? У нас происходит все больше и больше разделение общества по этническому признаку. Я бы даже сказал, что, наверное, можно начать говорить о, скажем, параллельных пространствах в рамках некоего такого этнографического пространства. Да? То есть это раздельное общество, которое почему-то где-то находится близко к Брīvdabas музеjas. Да. Но на самом деле ведь было так, что давно довольно те люди, которые выступали за закрытие русскоязычных общественных СМИ, говорили, что мы по факту живем в двуязычном медиапространстве, и общественные СМИ на русском языке, по их словам, не выполняют функцию интеграции двух обществ. Вы сейчас сами сказали, что привели пример Стамбульской конвенции, которая на самом деле действительно разделила общество. В русской среде русскоязычный протест считался, ну, в большей степени, наверное, действительно латышским, а латышская среда, латышскоговорящая, не понимает вот эти вот советские травмы русскоговорящих. Может быть, действительно тогда вот ставка на то, что общественные СМИ на русском могут это общество интегрировать, не сработала, и нужно пробовать что-то другое?
Ну, я думаю, что вы как авторы множества передач на самом канале видели по комментариям, что людям была необходима ваша помощь, ваш контент, Да. ваше содержание. То есть если бы они, беря во внимание то, что наше общество очень пассивно, даже посмотрите, в последние месяцы была отчаянная попытка собрать подписи и вас как-то спасти. Конечно, тоже здесь задается вопрос, они рановато ли, да, они это сделали. Но так или иначе было некое общественное телодвижение, да. Ну, вялое, так скажем, Вялое, да, но, гражданское общество, как ты... что имеем в Оно у нас-то как было спящим, то, в общем, так и есть, Это к верно, сожалению. да. Но с другой стороны, я еще раз подчеркиваю, медийная политика парламента меня приводит к некоему, скажем, очень печальному выводу о том, что можно было себе позволить пожертвовать этой аудиторией. Я еще раз подчеркиваю, именно в этой возрастной или, скажем, даже не возрастной, а может быть, технологической группе существуют и постсоветские травмы, существует тенденция быть более открытым к пропаганде Путина. Любой медийный центр, который анализирует аудиторию, мог бы это доказать и пытались доказывать и Совету, и парламенту, но дело в том, что тот, кто не хочет слышать, тот не услышит. И посему, конечно же, если бы не вы, вот мне кажется, вы те последние, вы вообще некая реанимация, да? Поэтому я считаю, что я, во-первых, вас поздравляю с новым началом, что я не сделал в самом начале. Во-вторых, я считаю, что вам действительно удалось в последний момент предложить этой аудитории, выброшенной, да, на медийную обочину, предложить все-таки латвийский контент, да, латвийское содержание. И я думаю, что так как к безумству храбрых поем мы песню, то вот это то, что вы делаете, это попытка на самом деле спасти эту аудиторию от влияния путинской пропаганды. Тогда по логике вещей задается вопрос, а на кого работают некие латвийские партии, которые упорно хотят сделать все, чтобы латвийская русскоязычная аудитория отдалилась, да, то, что называется вот это аннихилейшн. Денис, ну что значит отдалилась? Мы видели интервью с ПЛП руководством, они говорят, мы верим, по крайней мере мы верим, что русскоязычная аудитория переключится на ЛР1 и будет точно так же потреблять. То есть понятно, что есть некая там манипуляция, что может быть это желание больше, чем какая-то реальная это не картина. Желание, Как ты видишь, я видел это интервью, на самом деле это не то, что даже наивно, а это просто уже, знаете, есть такое латинское выражение testimonium paupertatis, иными словами, свидетельство духовной нищеты. Да? Так вот это я считаю, так как это абсолютно насквозь, я бы сказал, постсоветский функционер, и вообще этот совет, это постсоветчина, да, в самой роскошной форме. Да, то есть это человек, который предлагает, скажем, продать волны коммерческим институциям, тем самым понятно, собственно говоря, что это еще и в какой-то степени бизнес-проект, и к тому же заявляет на полном серьезе, что кругом есть много частных русскоязычных каналов, простите, там одна попса, и, может быть, светские новости, там, какие светские львицы, где появились. Если считается, что это тот контент, который может соединить русскоязычное население с латвийской государственной политикой, то такого чиновника нужно гнать метлой по той простой причине, что он вреден для латвийской политики безопасности. И сам Совет, мне кажется, вреден. И целый ряд националистических партий работают просто реально на разрушение той очень хрупкой социальной ткани, которая есть. А вы вот такие вышивальщицы, которые вот с трудом пытаются эту фату, да, или я не знаю что, а может быть даже не фату, а уже литьауц, это у нас что на русском саван, да, попытаться хоть как-то спасти от этих дыр и от этой жуткой моли, да, то есть, иными словами, ну, просто кошмар. Это такое несоответствие реалиям тем самых тех самых людей, которые теперь уйдут в мир Путина, если они не услышат вас. А у вас, конечно, тоже есть определенные риски, потому что вы тоже, скажем, технологически работаете на определенную группу. Благо сейчас есть множество программ для того, чтобы, например, люди пенсионного возраста могли получить вот эту цифровую грамотность. Но речь еще идет о том, что это не задание вас двоих.
У вас это некая, ну, скажем, мне даже кажется, некая социальная роль. Но этим должно заниматься государство. Но если ты хорошо помнишь наши беседы прошлогодние, то целый ряд гостей недоумевали, почему они, в смысле как политическая элита, вообще что-то должны делать в направлении русскоязычных. Это прозвучало и от Левита, да, и от Эллерта, и от Шадурского, и так далее. То есть мы можем себе представить, что это некая тенденция, которая находится в воздухе и передается капельным путем, скажем, в элите. И поэтому есть представление о том, что, давайте скажем просто, эта часть населения политической элите не нужна. Досадное недоразумение. Да, вообще по поводу капельного пути элиты хочется тоже спросить, потому что вот вы упомянули, что националистические партии, они как бы в этой повестке сидят, это так. Но мы наблюдаем ведь не только это, мы наблюдаем, что за последнее время позиция по поводу русскоязычного вопроса, скажем так, широко, она довольно сильно ужесточилась не только у националистических партий, но и вполне у правящих партий. В частности... А правящие у нас тоже националистические. Ну, по крайней мере, скажем... Должны быть посерединке, но они больше сейчас... У нас есть коалиции, которые меняются. Они менялись несколько раз, но при этом не видно, чтобы какая-то из коалиционных партий сказала, или, по крайней мере, какая-то из партий, которая не считается абсолютно прорусской, прокремлевской, она бы сказала: ребята, может быть, хватит? Настанет ли момент, когда одна из партий правящей коалиции в Латвии скажет, что, наверное, мы уже сделали достаточно много в этом направлении, и, может быть, пора остановиться, потому что эти люди тоже живут здесь и часть латвийского государства? Отвечу аллегорическими образом. Представьте, что у вас дома живет утка, которая несет, к счастью, золотые яйца. Ну, золотые, не золотые, какой пробы, не знаю, но в любом случае приносит, на жизнь хватает, разделить можно и так далее, и так далее. Вы что, придете домой и свернете ей шею? Нет, конечно, вы ее подкормите, погладите, чтобы она продолжала нести эти яйца. Тем самым это приблизительно то же самое, что происходит с идеей разделенного общества и с идеей угрозы латышской культуре. После первой буквы или после первой гарумзимы, которая опубликована в интернете, латышский язык навсегда останется в мировом пространстве. Идея угрозы — это фетиш. Люди привыкли к фетишам, есть целые магазины, есть целые индустрии фетишей, у каждого свои, да, из разных материалов и разных размеров. Поэтому в этом смысле это фетиш национальной элиты, которая вместо того, чтобы создавать ту самую идею третьего национального возрождения или атмоды, идею общего обновленного пространства, в результате ушла в разделение, что даже не было при Ульманисе. Этот диктатор, несмотря на все его ошибки и наивности и самообожание, он пытался осознавать, или вернее, он создавался как политик в обществе, которое функционировало и на уровне политики как, скажем, плюралистическое, многоэтническое общество. И поэтому и его политика была, пусть и не демократическая, но в этом смысле куда более умной. А вот идея национальной розни, которая оформляется как угроза латышской идеи. Дело в том, что я сам нахожусь в разных пространствах. Я, условно говоря, классический наследник оккупантов. Да? Таким я попал в удивительную, прекрасную среду Академии культуры, которая показала мне, что есть другая история, которую замалчивали моим родителям, которую я не знал, и я попал в пространство более другого. Многие русскоязычные комментаторы считают, что это мой фетиш, что я ношусь с этим, и что почему вот я проникаю в это пространство. Я не могу иначе создавать свою идентичность, если я не буду воспринимать эту боль. Она многотысячная. Это истории и трагедии людей. Но то, что эту историю жестоко используют национальные силы для того, чтобы продолжать ее раскрывать, чтобы она гнила, чтобы повышалась температура и так далее, это то, что я считаю огромной ошибкой и свидетельством того, что, по сути дела, эта самая трэша-атмода давным-давно превратилась в такой ресурс, который необходим просто для того, чтобы оставаться у власти. Потому что стабильность власти, она в современном обществе заключается не в том, чтобы все удержать у себя,
а в том, чтобы мудро делиться ею, да, это вот sharing, да, и в то же время принимать многообразие людей и создавать этот общий дискурс. У нас этого не происходит, поэтому вот, например, художник Бауштинекс, который в советское время критиковал советский режим, но он во многом предчувствовал, наверное, чем закончится национальное движение. У него есть одна интересная картина, которая изображает демонстрацию, что-то вроде смесь 1 мая и национального объединения. И там есть плакат, который несет женщина, написано «Нашим да, вашим нет». Вот это квинтэссенция латвийской политики. И как только это разрушится, эта самая утка, то тогда у нас будет гигантский вакуум политических идей. Я вообще считаю, что, вот, например, во Франции есть традиция, если политическое общество или политическая культура дошли до какого-то глубокого кризиса, то французы просто-напросто... Нет, они основывают новую республику. У них была 2-я республика, 3-я и так далее. Это означает некий новый консенсус, который так или иначе приводит к стабильности общества после неких перипетий, турбуленций и так далее. Обновляется конституция и прочее, прочее. Я считаю, что наше общество дошло до такого глубокого кризиса, что сейчас вот пошатнись эта фигурка, она рассыпется. Вот это интересный момент, знаешь почему? Помнишь последний разговор в рамках «Не договорили», там сидел Юрис Розенвалдс. И он сказал прямо и откровенно, за что был бит в социальных сетях нещадно, за то, что за его определение нашего политического строя как этнодемократия. Да, этнодемократия. И мне к тебе вопрос, наверное, как культурологу, насколько вообще в какой-то далекой перспективе, не в далекой, но в будущем, это опасная вещь, учитывая, что в Первую мировую войну Австро-Венгрия, по-моему, тоже на этом поплатилась, да, Югославию вспомним. Насколько это опасно вообще для общества, учитывая, что вот, как говорится, в ясный день все нормально. Мы можем сидеть сейчас, ругать друг друга, но это в ясный день, это пока нет грозовых туч. А если они наступят, что будет с тем домом, у которого фундамент условно залит только наполовину? И нет громотвода. И нет громотвода. А вот случись гроза... Да, перед этим короткий комментарий вообще о культуре критики. Да? То, что Розенвалд получил по голове за комментарии, абсолютно ожидаемо, потому что он назвал, знаете, так как я фанат Гарри Поттера, то Волдеморта очень долго не называли по имени. Поттер, мальчик-супергерой, позволил себе впервые, не зная культурного контекста, он как бы из мира маглов, да, и он вдруг пришел и возьми и ляпни это слово, там все, значит, в шоке. Так вот, это наш Волдеморт приблизительно, да, то есть имеется в виду... Волдеморт становится сквозной темой наших эфиров, потому что с Кристианом Розенвалдсом тоже он его вспоминал, да. Да, этнодемократия — это прямо только, простите, может говорить вот какой-то ватник, да, только, или, допустим, какой-то ультра из русскоязычных. А профессор, философ, он был моим учителем и в лицее, не может. И как только профессор на основе своих выводов, будучи сам глубоко в латышской культуре, называет Волдеморта по имени, то он моментально выпадает из обоймы и становится как бы вот неприкасаемым. Да? И это еще одна страшная и печальная тема. Параллельно национализму, который разрушает нацию, потому что это 2 разные вещи, да? У нас еще и советская культура осталась, то есть большевистская, коммунистическая, партийная, не только потому, что в Сейме полным-полно там секретарей, парткомов, обкомов и так далее, и бывших инструкторов и прочее, прочее, но еще и по механизмам маргинализации другого. То есть Розенвалд, будучи, условно говоря, там 3 латышом, назвав не то слово, моментально попадает в черный список. Да? У нас, вот, я бы назвал это ждановщиной, да? То есть вот там решение по поводу журнала «Ленинград» там, и так далее. Вот у нас приблизительно то же самое осталось. Да? У нас, к сожалению, нет больше Анны Ахматовой, которую можно запретить, но Розенвалда можно. И поэтому это еще один очень тяжелый момент, который доказывает, по сути дела, связь коммунистической элиты с теми, для кого трэш-атмода стала бизнесом. Не для поэтов и писателей, которые в это верили, которые были прекрасно наивны,
и тоже совершали ошибки, прекрасные и наивные. А потом пришел бизнес, да, потому что национальное объединение — это бизнес-проект. Росликов бизнес-проект, да вообще все, что там сидит, это, и поэтому, по сути дела, мы видим, если посмотреть на это с антропологической стороны, мы видим, что наша этнополитика — некий ритуальный танец, где люди одеваются в костюмы, как вот они приходят, например, там в кабаре или в варьете, да, ты черный рыцарь, я белый рыцарь, наоборот, да, ты такой-то там, мы боремся с тобой, боремся с 7 до 9, а потом разбегаемся по домам, потому что, ну, как бы мы поработали свое, заработали и все. Вот это то самое большое отличие от Первой Республики. Там действительно были государственные мужи. Не потому что я писал об этом диссертацию, я их так там нежно люблю, но когда я вижу, что это было первое поколение, по сути дела, крестьянских сыновей, которые пришли в город, в столицу будущее, и которые в результате создали структуры общественных организаций, которые потом стали театром, Академией наук, парламентом, СМИ и так далее, и так далее. И я видел, условно говоря, документы, как они работали над этим, то, что сейчас это просто жалкое посткоммунистическое, вернее, навсегда коммунистическое общество бывших вторых секретарей или первых секретарей. Так что, простите, мы дошли до такого внутреннего кризиса, который, по сути дела, на ладони. Но, опять же, это та самая система коммунизма, которая Советский Союз дышал на ладан, но мы все время замазывали заборы и красили тюльпаны, да, или там листья, когда генерал приезжал. Мне рассказывали те, кто служили. И мы делаем то же самое. А все-таки ты не ответил на мой вопрос. Что в будущем, вот что это дает? Да, смотри, подожди, вот потому что если нет у какой-то части населения чувства сопричастности к государству, общности, то случись чего-то, и они не будут понимать, куда, вот почему я должен там условно впрягаться за кого-то, если я не тут. Эта часть населения останется дома, и причем я не думаю, что это будет этнически монолитная часть. Да? Если мы думаем, что отчужденность присутствует только среди русскоязычных, то стоит просто, вот у меня был печальный опыт необходимости ездить 7 месяцев в больницу, и 7 месяцев я, когда не подходил транспорт, я ездил на такси. Я наслушался гласа народа, и этот глаз вещал и на латышском языке тоже. Поэтому отчужденность гигантская, да? Я удивляюсь, каким гримом и какими декорациями мы еще можем здесь говорить о успехах и достижениях. Да, эти люди останутся дома, или на самом деле это грозовое будущее уже наступило. Уже год, как мы живем в пространстве трампизма, который вообще отрицает международное право, отрицает международные статуты, обязанности, международные связи, сотрудничество, который разрушает изнутри НАТО. То есть, по сути дела, он уже его взорвал. Он неадекватен, его окружение неадекватно. Для меня это просто банда гангстеров, которые находятся под какими-то странными веществами, и они просто хапают мир, насколько можно захапать за эти годы. Они превращают довольно стабильную американскую демократию, которая переживала разные кризисы, они просто ее взрывают изнутри, потому что уничтожают независимость суда, независимость СМИ, банковской структуры и так далее, и так далее. Они разрушают и глобальную экономику. Не себе во вред, потому что они четко могут учуять, где их прибыль. Но за их прибыль платим мы, мировое сообщество, и чудовищной ценой. Мы платим, по сути дела, разрушением стабильности мира, потому что пришло новое средневековье, и любой какой-нибудь гун или лангобард, у которого есть там конное войско, там какой-нибудь Аттила, может прискакать и забрать что-то, просто потому что ему охота. Да? И вот Трамп своим ужасным голосом и своим чудовищным акцентом просто-напросто тыкает в карту и говорит «хочу». И вот это «хочу» стало мировым законом. И кто, собственно, теперь китайцам или россиянам запретит что-либо съесть? Трамп. Не думаю. Нет, для Трампа единственное слово, которое он выучил в школе, это «deal». Да, сделка. Все остальное, видимо, ему подсовывают его безумные пресс-секретари. Поэтому я считаю, что это просто... Для меня это новое средневековье, да, причем раннее средневековье, не высокое, там, не схоластика и так далее, а это просто вот, да, действительно, гунны, лангобарды и всевозможные чудовищные Европа волосатые. устояла пока от этих тенденций? Я не считаю, Европа бесхребетная.
Европа без костей, Европа боится нарушить старинные традиции, как бы чего ни вышло. Европа все еще не понимает, что Трамп враг Европы, его невозможно успокоить. Это такой вот великан, да, которого нужно постоянно кормить, и такой циклоп. Да. И в рамках европейского сообщества есть те, кто взрывает его. Например, я считаю, что Венгрия — это просто позор. Я понимаю, что звучит очень комично, но нужно было бы сделать все, чтобы Венгрию просто... Если Венгрия так фанатеет от Путина, вперед, возвращайтесь. Это ирония судьбы. С Венгрии началось падение, скажем, Варшавского договора, и, по сути дела, привело к падению Берлинской стены, потому что Венгрия была коридором. И теперь там вот это вот чудовище, которое еще получало стипендию Сороса, то есть можете себе представить, насколько все перевернулось. Пусть возвращаются в лоно Путина. И все остальные вот эти восточноевропейские страны, которые так прямо спят и видят жесткую руку, анти-ЛГБТ законы, законы против СМИ, против общественных организаций и так далее, так далее. Если вы всего этого хотите, и если вы как общество хотите вернуться обратно за железный занавес, вперед. Но это как будто требует того, чтобы была заново перепридумана или переозвучена европейская идея. Потому что Трамп действительно, я думаю, очень корректно говорит, что Трамп враг Европы. Но он в каком смысле враг? Враг Европы как идея единства вот этих вот государств. И ценностей. И ценностей, которые имеют определенную идеологию, с которой Трамп и люди, близкие ему, категорически не согласны. Но это требует, чтобы люди, которые эту идеологию олицетворяют в Европе, громко встали в полный рост и сказали, что это наша идеология, и мы готовы и терпеть и плюсы, и минусы, и вот в частности сделать то, о чем говорите вы. Но я как-то не вижу, кто это мог бы сделать и при каких обстоятельствах сейчас. Да, к сожалению, я тоже не вижу больше таких харизматических личностей, как Аденауэр, как Деголь. Понятно, что они появились как политики в свое время, в своем пространстве, и тогда они были, видимо, на своем месте. Да? Но мы не видим и Вилли Бранта, мы не видим даже того же Гельмута Коля. И, конечно, такой человек, как Горбачев, которого многие терпеть не могут, я считаю его выдающимся политиком 20-го столетия против своей воли. Он долгое время не понимал, что с ним происходит. Но, к счастью для Европы, таких политиков больше нет. Есть функционеры, и так как я параллельно нахожусь в немецком языковом пространстве, причем очень интенсивно, я просто вижу по интервью и канцлера, и министра иностранных дел Германии, а Германия, ну, скажем, одно из ключевых государств Европы, насколько это выхолощенный пустой язык, насколько это аккуратные, стерильные или даже, я бы сказал, стерилизованные фразы. Да? Нету действия. И все эти визиты, там, Каллас и так далее, это все будет абсолютная пустота. Да? Или тот же Макрон, который, по сути дела, изящный болтун в стиле Вольтера. Да? То есть он очень хорошо следует этой традиции, он представляет такой себе гран-насьон, но ничего кроме этого нету, это пустота. Поэтому, например, случай Венесуэлы, где нужно было сказать: да, это диктатор, но это внутренняя политика народа, и народ может свергнуть этого диктатора или любить этого диктатора, но просто-напросто прийти с парашютом, там, спрыгнуть и забрать его жену и посадить в какой-то карцер, только потому что вот, мол, у нас вот так вот, мне так надо, это нарушение законов, международного права. И что теперь произойдет с дискурсом об Украине? Почему, собственно говоря, тогда давайте перевернем это до ужаса и скажем, а какое мы имеем моральное право сказать диктатору Путину о том, что то, что он делает, это не является его внутренним вопросом безопасности. И тем самым мы будем вторить его политике. И тогда европейская идея, просто ее надо выбросить в мусорник. Да? Европейская идея держится именно потому, что есть или был бы критический капитал, который бы сказал: нет, то, что делает Путин, нападение, и то, что делает Трамп, это тоже нападение на Венесуэлу. Что в этой Венесуэле происходит, это уже оставьте самим жителям страны. Да? Но тогда, простите, это такое откровенное лицемерие, которое, если мадам Каллас считает, что этого никто не замечает,
или фон дер Ляйен, что мы как бы скорее подумаем о том, что вот крестьяне у нас опять там бунтуют, да, то это наивность, которая очень опасна, потому что она уничтожает, она убивает идеи Европы. Да, то есть, понимаете, оставить как бы вот жителям страны эта идея, она на уровне теории очень нравится, но ведь действительно бывает так, что в стране дело доходит до ситуации, когда жители ничего не могут изменить. Давайте возьмем вот нынешний Иран, то, что происходит там сейчас. Да? Действительно, вот очень мощные выступления протестов, самые крупные за, видимо, все время с начала исламской революции 1979 года. И тем не менее мы видим, что протестующие, вероятно, не одерживают верх, невзирая на масштаб, потому что очень мощный силовой аппарат. Возможно, в этом принципе, что нельзя влиять на другие страны, могут быть какие-то исключения? Нет, влиять можно. Вопрос как? Силовым путем. Мы видели на практике, что этот силовой путь во многом является тоже игрой и сделкой для Трампа. Да? То есть мы бомбили Иран столько, сколько нам нужно было в договоренности с Израилем. Когда мы, условно говоря, чего-то достигли, это закончилось. Это закончилось безрезультатно для оппозиции, это закончилось безрезультатно для населения. Население вынуждено было бежать, это было как бы внутренние беженцы. Режим устоял, и он устоял именно потому, что Трампу этот режим, возможно, и нужен. То есть мы как бы нажмем, отпустим, нажмем, отпустим. Да? И когда Трамп заявляет, будучи врагом демократии, о том, что он сопереживает тем, кто вышли на улицу, это лицемерие и болтовня. Да? То есть в данном случае он просто давит на режим для каких-то своих внутренних бизнес-проектов. Трамп — обыкновенный спекулянт недвижимости. Все. И больше ничего. Рейган хотя бы был актером, да? То есть какая-то связь с искусством. Здесь чудовищная, я уже говорил об этом, для меня он чудовищная отрыжка капитализма, который, по сути дела, начинает угрожать постепенно уже самой Вселенной. Да? То есть это экономическая катастрофа, это экологическая катастрофа, это социальные катастрофы. Да? Капитализм нужно пересматривать стремительно. Я не являюсь поклонником или приверженцем коммунистической идеи, и я не являюсь каким-то очень ярко выраженным представителем левой идеологии, но критический анализ капитализма с его, реформами — это то, что нам сейчас необходимо, потому что капитализм начинает влиять на основы демократии, он начинает их просто-напросто подрезать или подрубать. Да? То есть, например, тот же Илон Маск, беря во внимание нашу зависимость от технологий, он начинает просто-напросто играть с Украиной, там, с Ираном, то есть дам Starlink, не дам Starlink, там, дам на 2 дня или на 5 дней, то есть а что вы мне за это дадите? То есть такая демократия, да, демократия гигантских концернов, она в результате приводит к порабощению, по сути дела, в мировом масштабе. Нас всех могут просто-напросто выбросить на обочину цивилизации, если мы какому-то бизнес-проекту не нужны. И это происходит сплошь и рядом, и каждый день, и в мировом пространстве. С искусственным интеллектом опять же связано, да, правильно? Совсем недавний скандал ректора одного из европейских университетов во время своей инаугурационной речи, где она понахватала несуществующих цитат из искусственного интеллекта, так что... И не проверила. Вот вам, пожалуйста, бизнес, по сути дела, что такое ChatGPT? Это бизнес-проект. Это бизнес-проект, который становится наркотиком. Я вижу сплошь и рядом людей, которые взрослые, осознанные, которые просто, простите, подсели на это. Да? А подсели на что? По большей части, некую интеллектуальную спекуляцию. И вот вам, пожалуйста, пример этого ректора или ректорки. Она получила, видимо, не было времени, получила сборник цитат, которые реально не существуют. Европейское сообщество уже провело анализ определенных, информационного контента, и около 40% констатировали, что это ошибки. То есть это... И проблема в том, что эти корпорации с помощью ChatGPT создают ту угрозу, о которой наверняка люди сейчас подумают, что у Ханова совсем проблемы стали, с крыши уехала куда-то. Этот проект, этот продукт есть враг интеллектуальной цивилизации, потому что он создал самый приятный, теплый и заманчивый механизм, как можно избежать книги.
А книга — это всегда работа, и тяжелая работа. И работа, которая требует и времени, и сил, и духовного напряжения, интеллектуального. Это такой наркотик, который наконец-то нас отсоединил от книги. Ну, большинство из нас. Про соцсети также говорили, что они тоже начали. Все туда же, в одну мусорную картину для меня. Я знаю, мы с Денисом как раз у нас была, помнишь, передача, Да, где мы говорили, и там даже искусственный интеллект ответил Денису на самом деле. Ну, И намекнул, может быть, это я не нужен. Он признался, что его Нет, нужно он уничтожить. сказал так, Нет, может быть, Денис просто ревнует, что культурологи в мире нужны не так сильно, как искусственный интеллект. Это прекрасный ответ. Это такая пассивная агрессия. Такая, Ну, да, Денис так и сказал. Это, говорит, очень токсичный ответ был. Да, и в то же время, то есть я считаю, что нас подключили к большой розетке, и почему-то единственная тональность, которую я слышу, это неизбежность этого искусственного интеллекта. Подождите, а может быть, все-таки есть, как в каком-нибудь фильме «Терминатор» или еще что-нибудь, есть какая-нибудь последняя розетка, из которой мы можем все-таки это... в фильме «Матрица» есть. Да, какой-нибудь штепсель, просто... То есть, может быть, нам не нужен искусственный интеллект? Я думаю, что это уже необратимый процесс, и нам Это надо очень- просто... Это прекрасный месседж от самих компаний, которые это разрабатывают. Нет ничего необратимого. Я не предлагаю, как в «Повелителе колец», там Гэндальф где-нибудь сидел в архиве и смотрел старым чернилом там написанные легенды, да, но и не предлагаю перейти на пишущую машинку Ятрань, но должны быть культурно-социальные границы таким вот дарам, которые, знаете, бойся донайцев, дары приносящих. Так вот, это тот самый троянский конь, который, собственно говоря, Трою и разрушил. Я бы хотела еще вопрос спросить про русский язык. Все-таки у нас как раз в рамках «Не договорили» мы долго-долго искали этот путь. Вот где у нас русский язык в Латвии? С одной стороны, государственный язык латышский, да? Но русский язык, как говорят нам некоторые националистские кадры, они говорят, русский язык – это язык кухни. Хорошо, если это язык кухни, может ли вообще маргинализироваться культура русская в Латвии, если она остается только на кухнях? И, наверное, это вопрос к культурологу. Ну, на самом деле, если мы заглянем в роман Гоголя «Мертвые души», какой там огромный список блюд, да, всевозможные выпечки и так далее. Так что кухня не самое худшее место. Там кухню любили великие писатели, которые писали свои романы на русском языке. Но это, конечно, кухня подразумевается маргинализация языка. Есть два момента. Латвийский истеблишмент в националистическом пылу забыл о том, что мы все еще не вышли из конвенции по поддержанию и защите прав национальных меньшинств. Рамочная конвенция, я замечу. Да. Рамочная конвенция подразумевает поддержку и развитие идентичности. Да, там в нашей версии это напрямую связано с гражданством, как неким политическим институтом связи. Но он у нас, по сути дела, не работает, потому что наше гражданство не определяется общей идеей гражданского общества. Это номинально. Поэтому давайте все-таки обратимся к этим обязанностям и не будем забывать, что мы теперь, конечно, можем отовсюду выйти, как и Трамп, да, то есть раз начав, уже можно не остановиться. Но пока мы не вышли, это наша обязанность. Обязанность государства, обязанность институции, обязанность парламента. То, что я помню еще в моем министерстве в интеграции, то, что писали отписки, и до сих пор чиновники любят писать отписки, это у нас давнишняя коммунистическая традиция. Но, по сути дела, в здоровом обществе власть должна быть заинтересована в том, чтобы национальные меньшинства были неотъемлемой частью латвийской культуры, которая, естественно, в основном латышская культура, но не полностью. И вот осознать то, что это не 100%, а то, что рядом есть люди, которые могут наполнять латышскую культуру своим содержанием, это, опять же, взрыв матрицы, да, то есть там тогда сразу перегорают все лампы старого советского телевизора, да, и это наш случай. Я считаю, что, конечно, в контексте чудовищной войны Путина против Украины, вообще в мировом масштабе русская культура и ее основа, русский язык, должны быть... должен произойти апдейт, да, то есть так или иначе, ну и, конечно, это будет происходить за границами России, это будет, мне кажется, это главное задание русскоязычной оппозиции. Не свергнуть Путина, потому что Путин есть плоть от плоти русской культуры. Путин опять придет.
А вот сделать некий рестарт русской культуры за рубежом не с французским прононсом, но просто-напросто попытаться обновить русскоязычную культуру и вернуть ее обратно в мировое сообщество, как происходило с немецкой культурой после 1945 года, это обязанность русской интеллигенции в Это мировом очень масштабе. хороший Прекрасная вопрос. тема, я Да, считаю, для на следующего отдельного Я разговора. буквально это хотел сказать, потому что Да. действительно то, что происходит с русской культурой и с русским языком сейчас, это вопрос, с одной стороны, очень болезненный, с другой стороны, очень актуальный, потому что, что-то надо сделать, чтобы отделить, оторвать понятие русского языка от того, что делает Путин, потому Помнишь, что это Денис? же просто... Да, и это та самая главная, вернее, специально сделанная ошибка латвийской политической элиты, которая, по сути дела, поставила знак равно между Путиным, русскоязычными в Латвии, и русским языком, и культурой, и музыкой, и так далее. Там Чайковский, то есть обвинить Шостаковича в том, что он является инструментом российской колонизации, это такая Ну, а духовная Пушкина темнота. то же самое. Да? Пушкин, Да. почитайте книги, Пушкин был жертвой Николаевского режима, он был его пленником в какой-то степени, и он и погиб, собственно говоря, в этом режиме, да? Потому что умирала его культура, да? Культура Александра I, культура, которая была уничтожена Николаем. Да? И поэтому то, что люди книги не читают больше, а читают ChatGPT, вот вы и получаете. Да? Мы поговорим об этом обязательно в отдельной передаче, потому что я готова, конечно, слушать Дениса там долгие часы. Благодарю. Но у нас будут еще выпуски с Денисом Хановым, культуролог. Спасибо, Денис, что Благодарю, что пришел. пригласили. Спасибо, Приходи да. к нам еще. Тем более следующая тема для передачи. Я понимаю, что мы уже так в течение передачи Точно, она так вот совершенно, она уже нарисовалась. сформулировалась. Тогда я Да. просто не ухожу. Да? Да, ты Мы где-то не здесь готовы останешься. так быстро, но мы лучше оставим на сладкое, потому что нужно между такими интеллектуально насыщенными разговорами, мне кажется, брать какую-то паузу и осмыслить то, что мы уже успели И потом мы обсудить. ждем вопросов от наших зрителей в Ютубе. Вопросов обычно всегда у нас даже на первый и на второй выпуск было очень много комментариев, вопросов. Мы их обобщим, и наверняка из этого сложится тоже, может быть, и даже не одна тема. Обязательно пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Евгений Антонов. И Ольга Князева, вы на канале «Акцент». Напоминаем, что наше видео поддерживает Медиахаб Рига. Пока!